Всем привет, с вами Марина, и мы продолжаем проходить игру Прощай Депония. В прошлой серии мы убили Гоул, но я все-таки надеюсь, что это не так, и мы все-таки с ней еще увидимся. Не знаю, я просто в это не верю, что она мертва, поэтому... В общем, мы упали вот куда-то вот сюда, вот у нас каждая часть Депонии начинается с этой локации, с обучения. Ну, собственно, теперь мы находимся здесь, и это не обучение, потому что... Будем опять проделывать все то, что мы делали в начале игры. Выбираем штуку, запихиваем сюда. Ну, наверное. Нажимаем кнопку. Опа. Так, нет, не то. Ладно. Сколько у нас жизни, интересно. Так, хорошо. Выбираем штуку. Свободное место. Так, ну и что? Я вот, ну, я больше ничего не могу здесь сделать. Мне только втыкать. Сейчас же то же самое будет. Какой в этом смысл? Что тут есть? Ну, что тут больше нет? Опа. Что сделал? Что я нажал? Я не знаю, что я нажал. Так, сейчас опять было. Иди сюда. Вот. Странный пол теперь у нас появился. What? What? Ух ты, ничего себе. Место жуткое прям. Не знаю. Ладно, напоминает. Так, это у нас что такое? Ну, с такими штуками уже, помнится, имели дело, да? Ставим сюда. Что нам только это дает, я что-то... Что же делать? Может, сюда эту штуку положить? На странный пол. Ну, точно. Вертер энергии, точно, вот это как называется. Я забыла уже. Соль. Опять какая-то загадка нас ждет, судя по всему. Хорошо. Предохранитель с разными символами все. Лампочки никак не реагируют. Что-то прям никаких подсказок, да? Как же узнать-то, что нужно правильно расставить, да, я так понимаю? Никаких подсказок абсолютно. Вообще не понимаю, чё к чему. Что за фигня? Кстати, вот эту штуку можно, я не знаю, сюда вот попробовать или нет. О, точно. То есть сюда мы еще вернемся позже.
ленту какого-то конвейера. Не знаю, хорошая эта идея. Мне интересно вообще, где мы находимся, в принципе. А, кстати, вот, смотрите, пила. Потом какие-то штуки. Лазер какой-то. Азот, наверное. Ой, бита еще получили. Сгорели. Круто. Все круто. Так, нам нужно выставить вот здесь правильно штуки, чтобы мы выжили. Каким образом это делать? Вот пила, потом вот эти лазеры, заморозка, бита и огонь. Инструктаж. Ну, отлично, Руфус умер и попал в ад. В аду, точно. Теперь ему только и остается, что щелкать предохранителями, чтобы преодолеть все демонтажные станции и оказаться в конце конвейерной ленты целым и невредимым. Подсказка нужна. Давайте сразу подсказку. Лазер может не только разрезать Руфуса на кусочки, но и склеить его обратно при условии, что тот находится в твердом состоянии. Понятно, хорошо. Будем, значит, пробовать. Так, может сначала огонь поставить, он сгорит, потом... Заморозка. Бита. Лазер. Лазер, значит, должен быть последним, это точно. Несмотря на все. Я, конечно, понимаю, что я сейчас неправильно все расставила, но просто мне хотя бы посмотреть, как оно что работает. Чтобы определиться хоть с последовательностью этих штук. Так. Сжигают. Ухаживают. Так. Так. Не очень. Блин, я не знаю. Сжигать-то тогда нельзя. А как? То есть, может, смотрите, заморозка, потом мы его отогреть сможем с помощью огня. Не знаю, давайте так попробуем. Блин, интересно тут голова. Единственное, не очень то, что здесь все так постоянно проверять приходится. Получилось. А почему лазер не склеил? Даже должен был склеить лазер. Ну, в принципе, да, вроде бы что-то правильно. Не совсем правильно, но... Так, давайте еще раз попробуем. Так, например, пила. Сначала разрубим, потом заморозим. Потом замороженного мы распилим. Вернее, склеим. Мы сначала распилим, потом заморозим, потом разрежем лазером. Короче, не совсем понимаю. Ну ладно, давайте попробуем так. Будем пробовать методом тыка, не знаю. Ну, не совсем методом тыка, то есть я же смотрю за результатом этих экспериментов. Так, значит, пила разрезает, потом огонь
Заморозка. Во. Ой, слушайте, получилось. Круто. Ух ты, блин. Здорово. Так. Ладно. Где мы вообще? Сарбольная бита. Заберем. Stupid disassembly robot. It's his own fault. Что, реально погибли, что ли? Реально погибли. Но, учитывая, что мы упали с такой высоты, вполне реально, но, блин, неужели тут правда ад есть? Must be the famous light at the end of the tunnel. Не, я сомневаюсь, что мы в аду, конечно. Light at the end of the tunnel. It's only an illuminated button. Да, кнопка. This isn't hell after all. It's some kind of factory, and a crappy one at that. Could this mean that I'm not dead after all? Can somebody explain what's going on? Жиры, вода, протеины, углеводы, минералы, загадочная шестая шкала. Короче, у нас тут опять что-то какие-то загадки, да? Везде одно и то же будет сказано. Чаша. Что за чаша? Все, тут больше ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте пойдем. Куда мы попали вообще? Hey, you! Ух ты, ничего себе. Это же смерть. Stop! Wait! Don't move! I demand some answers! Или местный. Oh, rats. Косарь. Так. Вот, смотрите, какой цех. Мы вышли оттуда. Контрольные часы. Time to clock out yet? Как всегда, буду посматриваться. Я не могу тут ничего делать. Я могу туда пойти, тут еще куча всего. А мы здесь можем пройти? Что-то нет. Oh, it's just one obstacle after another. Масло из фритюрницы. Фритированная соль. Who cares? Шампунь. Пакет картошки фри. Что-то он все это не особо комментирует. Пойдем дальше. Вода. This water looks totally different from the water at home. It's fizzy, and it's not green. Ох, ничего себе. Целый баллон забрал. Флакон. Бутылочка масла. I'm usually not that picky when it comes to waste oil, but this has gone kind of green. And it smells of olives. Blech, disgusting. It's definitely gone bad. Empty and useless, like the way I feel. What am I supposed to do with this? It's empty. End of story. There are more effective ways of hacking something to pieces. That doesn't make sense when it's empty. Масло мы подобрали, давайте. Genius. Oils well that ends well. Genius. Oils well that ends well. If this is the kitchen... короче, все. Туплю. Это не сюда. Так, мешок бобов. Что-то тут прям столько всего не нужно. The bag says soybeans. But all it contains is little white pellets. It's probably a colony of roaches.
Not that I really know a lot about olives, but these are obviously not ripe yet. They're still totally green. Так, вот теперь можно на оливковое масло сможем получить. Вот. Оливковое масло, бобы. Это, не знаю, растительное, наверное. Вода пита. Хорошо. Дверь. Хорошо, пойдемте дальше. Oh, I can't believe it! He's bolted the door from the outside, but that's not gonna stop me. Конечно, нет. Ой, слушайте, точно пита помогла. Door, meet Ruфус! Так, ради прикола хотела попробовать. Действительно, сработало. Теперь мы где? Идем за Hey, ним. hello! Quit playing games with me! Oh, I've got company. How nice. Nothing is nice here. But you know you're alive again. Isn't that fantastic? No, it's not. I should be dead. Calm yourself. How about a cup of peppermint tea? It's relaxing and refreshes your breath. There's nothing better when you've only just come back from the dead. I don't need no stinking peppermint. I want answers. Это какой милашка. Прикус, конечно, у тебя капец. Где Where я? am I? Welcome to my humble abode. You live here? Nice place, huh? This used to be the facility where the Organon was created. A clone factory, in fact. Ugh, it looks more like a waste processing plant. Actually, that's what it is. You need plenty of organic material in order to clone people. You're telling me that the Dark Exchequer consists of biological waste? I'd be a little less condescending if I were you, Prototype R. Proto what? Прототипа Oh yeah, слышу. prototype yourself. I didn't mean to offend you, Rufus. You know my name? Of course I do. I'm the one who gave it to you. What are you saying? I admit it's not the most creative name I ever came up with. You're one of a series of prototypes that predated the mass production of the Organon. Only 3 of them survived. Prototype A, Prototype C, and you. Prototype Клитус, R. Руфус A и and Аргус, да? C, Обалдеть. Argus and Cletus? And R. as Понятно, in почему теперь Rufus, мы похожи. exactly. Очень. Rufus stands for red-haired. I thought I could tell you apart by the color of your hair, but I never managed to create hair colors that lasted beyond puberty. Unfortunately, that wasn't the only flaw. All the prototypes had problems before I came up with the right composition. The clones were designed as dispensable workers, so I took away your respect for life. Unfortunately, that also meant that many of you were not afraid of death. There were various accidents. Кто ты? Who the crap are you? My name is Hermes. I used to be the head of this clone facility. You've got to be incredibly old. Technically speaking, I've only lived for 2 days. I clone myself anew on a regular basis. Keeps me young, but my genes are old. The intervals keep getting shorter. Почему бы просто не умереть? Why don't you just die? Why would I want to? I feel absolutely fine. That's not what you look like. Why can't you just accept it? Your life has run its course. On the contrary, I'm in top shape. Could you, for a moment? Без проблем. Thanks. Now, where was I? You're amazingly fit. Ah, yes, exactly. As a fiddle. Пардон. Почему ты не дал мне Why умереть? didn't you let me die? You were dead, strictly speaking. I cloned your mortal remains. Yeah, but why? I deserve to be dead. Don't be so hard on yourself.
yourself. No one should be dead on a beautiful day like this. This isn't a beautiful day. I screwed it all up. Whoa, got a bit of a guilt complex, have we? No matter what you've done, get over it. Life goes on. Это ты называешь You call жизнью? this life? This isn't life. This is a cheap copy of life. A counterfeit. An artificially created imitation. Oh, nothing here is artificial. All my clones are made from organically grown materials. Didn't you say you found the ingredients in the garbage? Biological waste, organic, 100% natural. Oh, except for the nucleic acid. That is synthesized from radioactive sludge. It's Неправда. not true. Yes, it is. But it can't be. Ох, блин, диалог длинный. Не похож на органонца. I'm not like the Organons. I never claimed you were. It's true that your genes are almost identical. You have no respect for life, but you have one thing that they lack completely. Sex appeal. Hope. Yeah, and sex appeal, right? И не такой, как Клитус или I'm Аргус. not like Cletus or Argus. Of course not. Cletus originally had green hair, and Argus blue. But I wasn't thinking of hair. Look, they're conniving backstabbers, while I'm just totally trustworthy. They're arrogant and conceited, but I'm super modest. They're evil assholes, and I'm just too wonderful for... Just stop right there, Rufus. Rufus, you're not identical because you are much more than just the sum of your genes. All your experiences, all your memories add up to form the person you are today. You mean we once were completely identical? Only I was capable of learning from my failures? Yes, that's it. Well, close enough, at least. In your case, the gene for learning from your failures wasn't rendered correctly, but the rest is true. Так, ну, блин, ясно, да, почему теперь у них такое бешеное сходство. На самом деле, когда первый раз увидела Калитуса, мне это очень странно показалось. Теперь понятно, да. Если я клон, разве я не должен быть сейчас ребенком? If I'm a clone, wouldn't I have to be very young now? A surprisingly good question. See those containers over there? In them, I simulate the natural process of aging. So you can choose the age of your clones? Exactly. Then why do you look like shit? Don't be so rude. Значит, я клон, тогда почему на мне то же самое пальто? Okay, I'm a clone, right? So why am I still wearing the same coat? Seriously? Oh, not a clothes business again. I create life, for crying out loud. You should think that everyone would be totally astounded by that fact. But no! Everyone always asks about the outfit. Oh, well, excuse me. Если я клон, то почему я все помню? Okay, if I'm a clone, why do I remember everything? Oh, you're paying attention. Of course I'm paying attention. That wasn't really intended in your design, but oh well, the technology is quite simple. I can use a full body scanner like this one to create and save a copy of your entire neural network. Блин, In это он those каждому cloning клону chambers over there, the объясняет. newly formed neural pathways are Постоянно. trimmed into the right shape by teeny tiny knives during the maturation process. The process resembles pruning a bonsai tree. The difference being, of course, that the brain is much more complex and it takes mere nanoseconds to cut. Sorry, what was that Чё, after уснул, что ли? intended in your design? Never mind. Всё It was all for напрасно. nothing. Deponia's lost, and so's Goul, and it's all my fault. Why carry on with this rotten life? Because there is still hope. Life goes on. Life goes on. And how will you make sure of that? Are you going to use that contraption to clone all of Deponia? I'll show you what I think of your stupid machine. No, Rufus! No, Rufus, don't do that! Stop me if you can. Куда тут-то? По Гермесу бить? Не знаю. Давайте вот сюда. Don't! Прости, дружище. Прикольно. Hey! Блин, это круто. That hurt!
все больше не было. О, консоль. Take that! Not the machine! Стальная палка. Cut it out! Все разрушил. No! Что еще осталось? Hey! Stop it! There! Ha ha ha! Your turn! What have you done? You destroyed everything. This means it was all for nothing. You've got it at last! You were right about everything, except for one little matter. It is all my fault. It was me who, way back when, believed that Deponia was no longer inhabitable, and I came up with the evacuation plan. I designed Elysium, and I created the Organon, and then, when I was done, I started to have second thoughts. I stayed behind on Deponia to look for a better solution. I had all the time in the world, and I messed it up. I have run out of time. I cannot make up for what I have done. I thought that I had deserved to live with my guilt, but even that concept turned out to be overly optimistic, because where there is life, there is hope. So what I deserve is to die with my guilt. Go on then. What? О, гол. Goal? Yes, that... but... Goal? Капец. Труба, гол, консоль. Блин, She's ну still ладно. dead. What did I expect? But Hermes was gonna do something about her. Don't tell me he was gonna... I really need to talk to him. It's not over till it's over. Планировать гол. Ну ладно, хорошо, что мы снова ее увидели, значит, еще не все потеряно. Так, в трубу, я не знаю, нам надо залезать. И консоль потеряем. Руфус. Ну-ка. Загадочная шестая шкала. А, это вот эти показатели, да, посмотрели, которые... If I read these gauges, Так. this gauge is different. I wonder what it means. But as long as it's green, I'm sure it's just fine. Хорошо. Выключатель. Что бы это значило? Руфус, органонец, Гермес. Прикольно. No way. I'm unique, more or less. Так, ладно. Что же делать? В трубу полезем? Ого, сейчас. Утконос, вампир. A vampire platypus. I've never encountered one of those before. Okay С now, таким мы не take it сталкивались. easy. Ага. Его светом надо не пугать, наверное, да? Ну, еще утконос. Яйца утконоса вампира. Oh no, not this again. Не даст нам взять. Охотничьюсь. Ну что, летели? Okay now. Что у меня есть для него? На самом деле ничего такого. Бобы, ну что. Hey little one, are ya? Don't do... I... Это вода. Масло. Ладно. Пока не знаю, что тут делать. Идемте назад сходим. Wait, stop! It's too late, Rufus. You are right. There is no more hope. No! Oh, crap. What do I do now? Капец. Что теперь все? Покончил с собой. Так, а как мне вот сюда попасть? Здесь тоже столько всего прям. Прям столько всего.
Так, пойдемте консоль. Руфус, Гермес. Опа, получилось. Wait! Что, он сейчас опять будет прыгать? Don't! Ну да. Слушайте, вот эти две This работают, а is третья не nuts. работает. Надо, чтобы он в третью прыгнул. Как это сделать? Значение вот это вопрос. Вот, наверное, 3 поставлю. Смотрите, на первой горят все, это значит хватает, наверное, да? А вот это уже, наверное, я не смогу сделать. Before I get myself another Hermes, I ought to use up the old ones. В смысле использовать старое? Каким образом? Так, что-то как-то... Wait! очень- Don't! This is nuts. Что значит использовать старую? Ладно, пойдемте пока сюда. Здесь, кстати, не знаю, бобы может давить. This isn't gonna make it any tastier. Что у нас тут еще? Quitting time is for quit. Тут я не пройду. Заводской цех. У нас тут чаша есть и вот эти вот показатели. Так, надо, может, вода, жир, протеины, минералы, углеводы. Вот вода, пожалуйста. I don't know. This seems a little off. Колпак такой. Yeah, I knew something was wrong with that Да, stuff. смотрите, The сменились gauge for показатели. minerals rose along with the water gauge. Ah, who cares? I killed 2 birds with 1 stone. Так, хорошо. Масло. I don't know. Here goes nothing. Huh. The oil seems to count as fat. Lucky guess. Углеводы, бобы, наверное, будут. Это что, протеин? Бобы. What's that popular saying? Beggars can't be choosers? Ha, I knew it. The protein gauge has risen, and so has the one for carbohydrates. Looks like they were roach eggs after all. Так, ну мы почти все заполнили. Nah, I should save the oil. There's not enough fat to reconstruct Goul. Whoops. Hope nobody tells her I said that. Так, ну не знаю, вроде как все в норме. Пойдемте теперь попробуем. Гермеса создать. А, не хватает, опять же. Зато смотрите, 2 теперь горит. Все. Тут второй появится, что ли? А, 2. Oh, rats. Stop! Oh, come on! То есть нужно 3 гермеса создать, да? Чтобы 1 вышел. Как это сделать?
Нам, наверное, надо раздобыть яйцо, чтобы забросить его. Сейчас. Глядим, что там не хватает. Ну, в принципе, всего. Не знаю, углеводы. Это задачная 6-я шкала. Масло он не хочет бросать. Фух, не знаю. Давайте мы завершим, наверное, на этом серию, а то мне нужно идти уже. Продолжим в следующей. Я пока не знаю, что тут делать. Надо каким-то образом яйцо достать. Я, может, не знаю, может, я за кадром подумаю, может, все-таки на запись подумаю, не знаю. В общем, сейчас мне уже пора бежать. Всем спасибо, кто смотрел. С вами была Марина. Всем пока.